Кто-то в ПВП зоне построился, но забыл закрыть двери. Я не могу открыть сундуки его. Мне интересно, что там. Если сломаю, выпадет лут. Да. А ничего не произошло. А как же тогда в ПВП зоне лутать? Или там что, в сундуках ничего не было? Не может быть, что там ничего не было. Пустые сундуки, что ли, стоят? Сейчас в этих сундуках еще проверим. Странно, как тогда в ПВП зоне? Забирать чужой лут. Сундуки сломала, ничего не выпало. Алтарь, что ли, ломать? Ну, если алтарь сломаю, вообще все пропадет. Но почему-то лут не падает на землю. Неужели сундуки пустые? Странно. Я не могу никуда залезть, а когда ломаю, то ничего нет. Блин. 20 тысяч. Долго ломать? Да не совсем. Постою. Посмотрим, что будет. Ну, я думаю, что просто все пропадет. Ну, по логике должно выпадать на землю мешочки с лутом. Ну, как в других играх сделано. Сейчас сломаю, посмотрим, что будет. Так, ну что же, я где-то минут 10 уже долбаю. 1000 осталось. Да, хочу показать еще вот, что, возможно, у кого-то возникнет вопрос насчет ульй. Я не могу в них лазить. Видите? Взять и залезть в них не могу. У них прочность 1000. И, кстати, если я их сейчас сломаю, то, скорее всего, мед не выходит. Мне странно, почему не выпадает лут. А как тогда рейдить в игре? Ну, это PvE сервер, но вот эта область, это PvP область. Может быть, на PvE сервере даже в PvP области ничего не выпадает. Сейчас алтарь сломаем, посмотрим, что произойдет. В ящики я залезть не могу. Когда ломаю, лут не выпадает.
Да, кстати, прочность. Если застраивать алтарь, у каменных блоков прочность 40 тысяч. Застраивать лучше блоками, потому что у стены маленькая прочность. Вот у этой стены прочность всего 15 тысяч. А у блоков 40 тысяч. У железных побольше. Поэтому застраивать алтарь лучше блоками. 105. Ну все, сейчас посмотрим, что произойдет. Так. Сокровище алтаря. Вот это... О! Вот оно, ребятки, как это работает. Офигеть, а как я это все унесу? Строительные брусы. Подождите, а я могу взять? Щелкните правой кнопкой, чтобы переместить, а я не могу. А почему? Так, ну-ка, сундук теперь могу открыть? Да, ребятки, зря я сундуки сломал. Там был лут. Ну, теперь буду знать, как действовать. То есть нужно сломать алтарь. А где тогда вот эти брусы лежат? А они, наверное, вот здесь лежат. Нет. То есть мне надо было алтарь ломать, а потом уже сундуки лутать. Вот как надо было действовать. Но видите, я не знал. Теперь, значит, и сюда могу залезть. Да, вот, теперь могу и сюда залезть. Но почему-то не берется. Перетаскивать надо? А вот, перетаскивать. Правой кнопкой не берется. Ну, я теперь буду знать, как это работает. С нижней... А, готовые. Это продукты, то, что она производит. Понял. Королеву не могу взять? Не, королеву не могу взять. То есть я так понял, вот это вот, что здесь, это было в сундуках. Щелкните правой кнопкой, чтобы переместить в инвентарь. Да, но почему я не могу? Вот правой кнопкой тыкаю. А если так? Нет, я не могу перенести. Не переносится. Блин, видите, какую я, ребятки, оплошность сделал? Так, ну возьмем хоть отсюда. Сундуки зря сломал. Не надо было сундук ломать. Тогда бы я смог оттуда все взять. Порох он тут делал. У меня уже перегруз. Да, сейчас. Ну вот один единственный сундук, который я оставил. Слушайте, ну много тут у него было. Особенно вот эти строительные брусы. Они дорогие. Я и руды сколько домантитовой. Блин, она в сундуках, наверное, лежала. Щелкните правой кнопкой, чтобы переместить. Но почему-то не переносится, блин. Так, а обратно могу я? Не. А если я сейчас тут свой алтарь поставлю? Ну, наверное, ничего не изменится. Ну, в общем, как-то так. Ну, я, по крайней мере, теперь буду знать, как действовать. То есть сундуки не надо трогать. О.
Вот это возьмем. Сундуки не надо трогать. Надо ломать алтарь, а потом уже в сундуки лезть. Кстати, а я могу их поднять? О, я и ульи могу поднять. Слушайте, так если здесь нет алтаря, я, значит, могу вообще тут все разобрать. Ну-ка. Попробуем. Да, ребятки, я здесь все могу поднять. Не берется. Чё? Почему? Наверное, то, что у меня уже перегруз. Нет, берется. Это что-то меня лагнуло, что ли? Прялка не берется. Там, наверное, что-то лежит. А, там нитка лежит. Там в прялке нитка лежит. Ой, она первого уровня, нафиг она мне нужна. Вот сундук возьмем. Более того, я могу блоки забрать. Вот если я вот так возьму. А, нет, я могу строить только в зоне алтаря, понятно. То есть если я сейчас тут алтарь воткну, я вот эти блоки смогу забрать. Но у меня алтарь уже размещен. Вот это вот жаль, конечно, все. Вот это все, конечно, жаль, что я не могу взять. Может мне пойти сломать свой алтарь? А, не, пишет, поблизости есть другой алтарь. А, понятно, видите, а он как бы еще не исчез. То есть тут, видимо, какое-то время есть. Игрок придет и сможет вот это все забрать. Тут, наверное, какой-то тоже там период есть. Рейд успешен, кстати, он у меня написан. Ну, блин, почему не берется? Нет, не берется. Оно все, ребятки, лежало в сундуках. А я сундуки сломал. Ну, ладно, буду знать, что так это в игре работает. Хотя как-то странно, все равно. Может быть, на PvP сервере это бы все бралось. Но так как это PvE сервер. Не берется. Ладно, ребятки, все. Буду знать, как действовать. На снос алтаря у меня ушло 10 минут кинжалами. Стоял, просто лупил. За 10 минут алтарь снес. Ну, вот так вот рейдить в игре The Queenfall на PvE сервере. Да, в конце видеоролика еще покажу, как правильно застроить алтарь. Ну, собственно, это не я сделал, а вот здесь рядышком, смотрите. Именно
вот такими кубами. Именно кубами. Потому что у них прочность 4000. Ну и, конечно, желательно делать это не каменными, а металлическими. Где здесь есть? Вот железо. В принципе, железо навалом. Вот на один такой вот блок нужно 10 железа. Ну вот давайте посчитаем, сколько здесь использовалось. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 блоков. И, соответственно, на 10 множим. Всего лишь 160 слитков, ребятки. Вот так вот правильно застраивать алтарь. Хотя, если у кого-то появится желание, то вот 20 тысяч я ломал 10 минут. Соответственно, вот этот блок буду ломать. Да, урон такой же. Буду ломать 20 минут. Вот. Видите, здесь тоже таким же макаром застроено. Ну, просто возникает как бы вопрос логичный, зачем его застраивать. То есть, если у вас ничего нет, ну просто стоит алтарь, вот как у меня и у Индиго, ну просто алтарь воткнули и все, ничего там больше нет, то смысла застраивать его нету. Потому что, ну, сломают алтарь, ну, новый поставите. Алтарь, что там на него надо? Ну, вон, 160 дерева и 120 камней. Так что даже если ваш алтарь сломают, ну, что такого, придете, да новый воткнете. Вот. А застраивать есть смысл, если только, конечно, что-то внутри. Ну, опять-таки, что-то ценное. И если вы застроите, например, у вас доступа не будет, а размещать рядом, ну, вот всякие блоки, ну, эти вот улей, например, да, там, улей можно сломать. Хотя, знаете, есть смысл, если, например, вы здесь размещаете огород. Я проверял на чужой территории, даже в PvP зоне, ну вот в PvP круг, да, красная зона, нельзя собирать чужой урожай. То есть, если вот здесь игрок насадит урожай, я его собрать не смогу. И если он животных здесь поставит, я тоже с этих животных ничего взять не смогу. То есть, как бы, если вам не хватает 3 полей, которые арендуются в городе, да, ну, нам хватает, как бы мы не занимаемся огородничеством. Вот. А некоторые выстраивают такие огромные плантации, там стадионы, засеивают по 1000 семян. Но есть смысл это делать, я вам сейчас скажу, зачем это делают, зачем много засеивают. Хотя, наверное, я уже не покажу. Здесь есть такое задание, ну, я его сегодня уже выполнил. Да, ребятки, я его уже выполнил. Недельные задания. Засеять семенами плантацию. Там есть, вот, например, 70 семян посадить, и 1 миллион вы получаете. По-моему, там 300 семян, это 3 миллиона. Ну вот, я уже сегодня сделал, не могу показать. А если вы берете еще и недельное задание, тоже его выполняете, соответственно, тут видите, какие награды, 18 миллионов, 30 миллионов. Поэтому, как бы, есть смысл, если семян огромное количество, народ засаживает стадион и выполняет вот это клановое задание, и таким образом денежки получают. Ну, как бы, они сделали это задание, да, денежка капнула вот сюда, ну, а потом его снимают. Вот. Поэтому засаживать, это самое простое задание в клановых заданиях. С семенами. Просто засадить и получить деньги. И второе по легкости, это вот собрать охотничьи ресурсы тоже. Ну и собрать 500 продуктов, вот видите, от фермерских животных. То есть, если тоже животных много, ну даже вот если 100 животных у вас есть, вы их вот так все поставили, с каждого там собрали и в течение 5 дней, ну и получили вот 6 миллионов. Ну, в общем, вот ради этого это все делают. И как бы если вы засаживаете здесь огромный огород, да, стадион, то тогда есть смысл алтарь вот так вот застроить. Ну, что, 160 железных слитков, это же фигня. Вот. Ну, как бы все. Да, я снова прибежал сюда. Ну, кстати, этот сундучок здесь лежал где-то... он 1 час лежал, ребятки. Он лежал ровно час. Вот, видите, здесь, кстати, тоже, если кто-то, кому интересно, сколько хранится лут.
вот этот сундук с лутом здесь лежал 1 час. Я домой портанулся, выгрузился и снова сюда приехал. А, я еще релог делал, ну, перезагружался. И снова сюда приехал. Но я так и не мог взять. В Дискорде пообщался. Говорят, что все работает. То есть это не потому, что это PvE сервер. То есть там ребята написали, что даже на PvE сервере они это могли делать. Просто я подозреваю, у меня такое произошло, потому что я сломал сундуки. Вот тот лут, который в алтаре был, он лежал в сундуках. То есть и получается, что как бы алтарь, ну, показывал то, что там в этих сундуках. А по факту, ну, его уже не было. То есть я сундуки сломал, лут пропал, а алтарь думал, что сундуки есть. Здесь деревянные блоки, да. 20 тысяч у них прочность. Ну, ребятки, это мне просто повезло, что вот я так нашел такое место, где открытая дверь была, и внутри стояли сундуки. Вообще-то, ну, так не делают. Умные люди, конечно, все застраивают. Вот, но это меня сподвигло на мысль о том, чтобы все-таки пробежаться по этим красным зонам и посмотреть, может, кто-то не один такой игрок, а еще такой попадется. А здесь вот там, кстати, тоже могут стоять сундуки или что-то, какие-то вещи. Хотя я не вижу смысла хранить здесь как бы, ну, вещи, потому что в городе можно арендовать, вот как мы с Индиго, квартирку, да, покупаете, и там шикарные дома, сундуки ставить, и все в безопасности. То есть я не вижу смысла, зачем игроки тут так это делают. Ну. Вот. А вы говорите, скажете, Роман, а как заходить, выходить? А, пришли, блок сломали, то есть его уже можно сломать. Вот так вот, кнопка удалить. Блок сломали, зашли внутрь. Там что-то поделали, если у вас там верстаки стоят, или что-то, сундуки с лутом, или еще что-нибудь там есть. Поделали там, что надо, что вы хотите. Вышли и снова блок воткнули. Железный, разумеется. Все. Но, повторюсь, я не вижу в этом смысла здесь, в этой игре, потому что все это делается в городе. То есть верстаки, в городе покупаете дом, ставите там верстаки, сундуки. Поэтому я не вижу смысла, зачем это здесь делать. Мне просто, наверное, повезло, что вот такой игрок в PvP-зоне зачем-то разместил сундуки с барахлом. Попрощался, но еще, наверное, несколько моментов я сделаю относительно рейдерства. Езжу, смотрю, и как смотреть, что внутри. Смотрите, вот когда из блоков подходите, нажимаете на блок, и видно, что внутри, то есть блок становится прозрачным. Вон, видите алтарь? То есть, чтобы просто так не ломать, а можно как бы вот так посмотреть. Почему не стоит ставить вот такие вот, видите, стены? У нее прочность всего 15 тысяч. Но этот игрок сделал хитро, он поставил 2 стены, насколько я вижу. Вот внешняя стена, и там изнутри еще вторая стена, по 15 тысяч у них прочность. Но у каменного 40 тысяч блока. То есть, чтобы просто так не ломать, вот видите, вот там проход, и вот у него тут алтарь. Ну и видно, что я, конечно, может, плохо вижу, но там вроде бы сундуков у него нет. Так-то вообще ничего нет. То есть просто он алтарь застроил. Ну, понятно, что смысла нет его такой дом ломать. Там только алтарь и все. Так, деревянный. Деревянный вот 20 тысяч. У железного блока 80 тысяч. Вот можно посмотреть. Вот алтарь у него стоит. Ну, я, честно говоря, вообще не понимаю, а зачем они застраивают свои алтари, если у них там вообще ничего нет. Ну, ладно бы там верстаки, сундуки стояли. А, в одном месте я нашел застроенный домик, там 2 пчелиных улья стояло. И все, больше ничего нет. Ну, я не вижу смысла застраивать. То есть, если там, конечно, что-то у вас ценное, да, смысл застройки есть. Ну, этот вообще просто сделал. Вон, видите, просвечивает блок. Раз, вон у него алтарь. А если ничего нет, ну, какой смысл застраивать алтарь? Кто будет его ломать, если там все равно ничего нет? Я поезжу сейчас, посмотрю по этим PvP-зонам, может быть, даже на разных каналах. Потому что, кто знает, вот как мне вчера повезло.
Может так снова повести. Вон у него алтарь, и все, и там ничего нет. Они просто застроили алтари. Ну, я, честно говоря, не понимаю, зачем. Новички, я когда только начал играть, я тоже, ну, поставил алтарь. И думаю, ну, буду застраивать. И я уже его начал застраивать. А потом поездил, посмотрел, что просто алтари воткнуты. Без застроек. И я так подумал, а нафига застраивать? Ну, сломают его. Я приеду, новый воткну. Просто если вы строите что-то около алтаря, то подкладывать в алтарь нужно будет больше ресурсов, большее количество ресурсов. То есть чем больше построек, ну как в любых играх, чем больше база, так, это я уже выехал, чем больше база, тем больше она потребляет ресурсов в сутки, поэтому это надо подкладывать. Вот просто алтари стоят и все. И никаких защитных сооружений. Я сегодня поезжу по этим кругам, посмотрю. Если что-нибудь, ребятки, интересное я найду. Я еще пока этот видеоролик не начал монтировать. Если что-то интересное найду, я включусь. Ну, включу запись, продемонстрирую. Ну, у большинства просто алтари воткнуты, видите. И больше ничего. Нашел один алтарь, около которого улья и сундук. Чуть-чуть остается. 1600. Я засек время. 8 минут, ребят, я его ломаю. Вот сейчас он сломается. 8 минут. Специально засек время. 8 или 9 минут. Но я останавливался. А так, если без остановки, 8 минут. Персонаж смещается, поэтому не получится поставить АФК с нажатой кнопкой и уйти. Потому что персонаж направо или налево съезжает, и его нужно контролировать мышкой. Если кто-то скажет, ну, как в раз, помните, да? Я рейдил. Или в Reign of Kings. Ставил персонажа, мышку зажимал, и все. Здесь нет, здесь персонаж смещается. Так, ну давайте посмотрим. Там был камень. Ну и опять-таки я его взять не могу. Да, зато теперь посмотрим, что вот здесь. Ну не особо много. Вот это могу взять. Ну и, конечно же, сундук поднимем. А здесь у нас... здесь у нас ничего нет. Так, пчелу я тоже взять не могу. Готовой продукции нет. Ну, видимо, он приходит и забирает. Я бы, конечно, еще пчелу взял. В сундуке только пчелы лежали. Да, ребят, видите. Так что ломал я это только вот ради этих улей. Ну, что, они 3-го уровня? Они 3-го уровня. Фотографию сделаю. Камень никак не взять, я его даже переместить не могу. Да, ребятки. Ну-ка, я могу? Нет, этот сундук тоже не берется. Так, ну нормально. Рейд успешен. Езжу, смотрю. Да, и перехожу на другие каналы. На одном канале проедусь, потом на втором канале проедусь, на третьем. Ну, пока ничего такого, ну, где дом с сундуками. Хотя я одно местечко нашел. Ну, там игрок был.
Я не стал его убивать. Там игрок строится, домик. Но я им поставил метку. Так что... Может быть, через денек, через два. Потому что он там только дом построил. Там, ну, особо у него ничего нет. Он строится. Огород, правда, он там насадил. Улья тоже у него есть. Так, ну что, поеду дальше искать. Ребятки, вот этот домик, который сегодня игрок строил. Но он уже хорошо его построил. Так, если я отдалю. Где у него? Ага, вон алтарь вижу. Да, вот он алтарь. То есть здесь надо будет сломать стену. 15 тысяч, не проблема. Там у него улья. А вот это вот что, сундук? Да, большой металлический сундук стоит. Но сундук всего один. А где все остальные сундуки? Ну он, видимо, только начал сегодня. Так, ну не проблема. Стена 15 тысяч. И там алтарь 20 тысяч. Но только... Где у него сундуки? Что, из одного сундука я же не буду ломать. На втором этаже... А, там нет второго этажа, да? Я что-то не пойму. Это у него такой просто высокий этаж. Да. Слушайте, там больше сундуков нет и верстаков нет. Почему-то. Так, вот видно. Лестница. Ни верстаков, ни сундуков. А нафиг он тогда так тут все построил красиво. Я, наверное, подожду. Не буду я сейчас его ломать. Ну что, из одного сундука только. Может быть, он потом что-нибудь тут еще наставит. Хотя, что-то сомневаюсь я. Он, видимо, только ради ульев сделал. Нет, вообще-то лестница идет. А, она в никуда идет. Там второго этажа нет. Может, он второй этаж потом доделает. Ну, вот такой вот, ребятки, домик. Подожду пару дней. Хотя... Видите, здесь в этой игре в городах можно покупать дома и там все ставить, сундуки, верстаки. Поэтому вот в этих домах вообще смысла нет. То есть как-то странно сделали в этой игре, честно. Ну, просто какой смысл-то в стройке, если все верстаки, там, ну, декор даже, кто любит украшать, все это можно в доме. Ну, как бы купить дом и в доме все это сделать. А зачем заниматься стройкой? Для чего? Надо убрать возможность. Ну, например, да, как, ну, во многих играх такого нету. Ну вот в Black Desert только такое есть. Но там стройки нет. Там в городе можно тоже так же. Ну, они с Black Desert они взяли. Но там стройки нет. Мне невозможно, нельзя там вот так вот строить. Как бы, понимаете, одно другое взаимоисключает. Ну, вот в Black Desert грамотно сделано. То есть там стройки нет, она там не нужна, потому что там в городах арендуешь, ну, вернее, покупаешь дом, и там все обустраиваешь. Нет надобности в стройке. Стройка нужна, когда по-другому никак. А здесь как бы альтернатива. Хочешь так, хочешь так. Но получилось так, что, ну, большинство игроков-то и не занимаются строительством. Я вон Индигу говорю. Давай, может, в синей зоне поставим один алтарь и будем строиться. Она говорит, а какой смысл-то? А зачем? Вон он алтарь стоит, видите? Она говорит, а зачем, если поля, где размещать животных и сажать огород, есть в городе. Дом, который тоже можно обставить, тоже есть. Какой смысл? И причем там все это, ну, бесплатно. То есть, как бы ты один раз купил и все, поддерживать не надо. А здесь-то надо в алтарь подкладывать ресурсы. Ну, понимаете, как бы наляпали, то есть, ну, головой, мне кажется, просто разработчики не подумали. Ну, взяли вот, наляпали отсюда, сюда, отсюда, все.
Ну, большая часть, конечно, наляпана с Black Desert, ну и из других игр тоже тут наляпали. А не подумали головой, а смысл-то какой? Ну, одно другое взаимоисключает. Они может быть, подумали, что, ну, может, кто-то любит заниматься строительством. Ну, стройка ради стройки. Практического-то смысла в этом нет. Для кланов, где много игроков, ну, тоже у каждого игрока свой дом. Причем здесь, кстати, кто-то скажет, ну, можно ведь сажать семена тысячами. Ну, во-первых, где их взять, да, тысячами семена, это надо растения собирать. А во-вторых, можно в нескольких городах арендовать поля, ну, как бы купить поля в одном городе, в другом городе. И сажай ты эти тысячи. В общем, вот так вот. Ну, ладно, ребятки, я, наверное, на этом видео закончу, потому что получается долгим рейдерство в игре The Queenfall. Ну, конечно, не сравнится с Растом, там, не знаю, с Deadside. Ну, это MMORPG. Тут как бы так. Хотя в том же Conan Exiles на PvP сервере, Vampires на PvP сервере, там все это есть. Ну, там нету возможности строиться и складываться в городах. Поэтому хочешь не хочешь, а нужно строиться. А здесь-то. Все, ребятки, благодарю за внимание. Это игра The Queenfall. Ну, что получилось у разработчиков, то получилось. Всем пока, до новых встреч.